Человечество. Какое сильное слово. Сильное и хрупкое одновременно. Сколько вызовов история бросила человечеству. Множество. Великие войны и великие эпидемии, сумасбродство политиков, жуткая ненависть одних двуногих к другим, этнические чистки, катаклизмы и катастрофы. Человечество живет и продолжает жить на том уровне развития, который допущен ему Вселенной и самим провидением. Но ведь это не все. Это не все то, что человечество может испытать на себе. Земля – жемчужина в короне Вселенной. Планета, населенная разумными существами, сотнями тысяч, если не миллионами видов живых существ. И всему этому угрожает космический разум. Пока что человечество лишь гранями касается вселенской злобы. Ее метастазы проникли лишь по поверхности. Все тайно, неявно и покрытое мраком. Но конкретные живые люди страдают, становятся препаратами на бесчеловечных опытах, пропадают бесследно, становятся жертвами злобы, жажды убийства и похоти со стороны инопланетян. Для вас я Стрэндж, и я не прекращу пытаться открыть вам глаза, дать понимание истинной картины мира. Я не перестану говорить вам правду. В этот раз речь пойдет о той истории, которую я уже считал оконченной. А именно о двух вынужденных переселенцах, муже и жене, которые 1,5 года назад покинули территорию России и оказались в Турции. Я не хочу быть спонтанным в своих суждениях, но по всей видимости они никак не могли найти свое место в жизни. Муж, айтишник с весьма средними способностями, решил покинуть свою страну в связи с последними событиями. Но вы меня понимаете. Жена, само собой, поехала за ним. Перебиваясь случайными заработками на фрилансе, они пытались устроить свою жизнь в Турции. Но их постигла череда неудач, которая привела их к дверям фармакологической компании Нушуртак, офисы которой раскинуты от турецкого Аджибурана до мыса Анамур. В компании им было предложено участвовать в ряде фармакологических экспериментов за определенную плату. Разумеется, им гарантировали безопасность, только их никто не предупредил о том, что над ними будут поставлены опыты, связанные с инопланетными технологиями генной инженерии. Я тогда решил подключить к ним нашего агента в Турции. Но ввиду сложившейся психологической перегрузки наш агент сломался, а подопытные, семейная пара перестали выходить на связь, самостоятельно прервав контакт со мной. Для меня до сих пор остается загадкой, как они смогли выйти на меня. Значит, система не идеальна, есть пробелы. Ну что же, ближе к делу. Уже считая семейную пару и своего агента списанными, в 21:00 вечера я получил такое сообщение по спутниковому телефону с возможностью записи и приема сообщений посредством сети 5G. Сообщение заставило мои волосы встать дыбом. Здравствуйте, Стрэндж. Вы должны помнить меня. Я связывалась с вами, мы семья, уехавшая из России. Вы обещали нам помочь, помните? Нам сейчас нужна ваша помощь, как никогда. Ваш агент назначил нам встречу, но на встречу не явился. Я чувствую постоянную слежку, и я беременна. Это выяснилось совсем недавно. Сроки не совпадают со сроками нормальной беременности. И дело не во мне и моем муже, ну вы понимаете. Сообщение прервалось. Все это оказалось странным. Наш агент не пришел на встречу по объективным причинам. Служба слежки за агентами принесла мне донесение о том, что агент мертв. Он не смог выдержать психологической нагрузки, сознание было помрачено, и все закончилось банальным самоубийством. Это было мне известно. Но через час пришло новое сообщение. Я не знаю, чем вы можете мне помочь. Я в отчаянии. Я даже не знаю, что вам сказать. Я беременна. И последнее перинатальное УЗИ показало множественные аномалии строения. Меня снова направили в фармакологическую компанию Нушуртак, ту самую, где над нами ставили опыты. У меня паранойя. Я чувствую, что все это не просто так. Муж совершенно изменился. Он слышит голоса во сне, страдает и все больше отдаляется от меня. Я смотрю в его глаза и не узнаю человека, в которого я влюбилась. Помогите нам. Все это не могло меня не заинтересовать. По сути, я взял ответственность за этих людей еще тогда. Не моя вина, что они сами отказались от помощи и пропали. С другой стороны, наш агент не отработал. Снова начались разговоры о доверии. Девушка отказалась дать свои контакты или контакты своего мужа. Как я не объяснял ей про закрытый канал. Они находились в Турции, стране НАТО. Там у нас есть определенные возможности, но весьма ограниченные.
Я не могу расходовать агентов, которых, к слову сказать, немного. Часть из них работает непосредственно на территории. Мне нужен был хотя бы 1 час осмыслить ситуацию и проанализировать ее самостоятельно. Затем еще 1 час, чтобы прогнать все вводные через аналитическую нейросеть, выращенную мной лично. Кроме того, в душе щекотала одна неприятная мысль. Что если все это не совсем тонкая разведывательная игра, чтобы рассекретить часть наших мощностей, рассекретить и уничтожить? Думаете, я дорожу жизнью? Нисколько. На мое место встанут другие. Я дорожу вами, я должен многое успеть. Через 2 часа нейросеть выдала ответ и вариант, который в принципе совпадал с моим. Обеспечить безопасность пострадавших получится только на территории возможного контроля. Отъезд из РФ был ошибкой. В настоящее время на территории РФ замечено влияние позитивных космических сил, сотрудничающих на благо человечества. Вероятность слежки за объектом 90%. Слежка, ну разумеется. Что нам известно в сухом остатке? В настоящее время на территории Европы проводится ряд экспериментов по гибридизации человека с инопланетными организмами, в котором задействованы спецслужбы НАТО, а значит и США. Что касается стран, то с 100% уверенностью я могу утверждать, данные эксперименты под эгидой различных фармакологических компаний проводятся в Турции, Словении, Боснии и Румынии. До недавних пор, а именно до вывода контингента армии США из Афганистана, опыты проводились и там. Кстати, почти что открыто. Все маскировалось под незаконную трансплантологию органов. Люди похищались, становились жертвами экспериментов, а предприимчивые люди со звездополосатыми петлицами делали бизнес, чтобы им отвлечь спецслужбы других стран от истинной подоплеки. Нужно каким-то образом инспирировать переход объектов, мужа и жены из Турции и Румынии. Но это просто. Обычный авиаперелет, а после их нужно вывести из-под слежки со стороны спецагентов НАТО. Вероятнее всего, те ждут естественного рода разрешения беременной, подопытной, играет, а возможно и в курсе моего взаимодействия с ними. Скорее всего знают. Прокручивают свои комбинации. Румыния – это одна из опасных точек для перехода, но после будет вообще торнадо. У меня был конкретный план. Из Румынии контактные лица должны были переместиться в Украину. В водовороте событий, шансов и окон возможностей все могло получиться как нужно. Я изложил свои соображения контактным лицам, обещал помощь финансовую, разумеется, и услышал интересный ответ. Но ведь там опасно, ведь нас там могут убить. Вы предлагаете перейти границу нелегально, а потом через Мукачево или Трускавец добраться до Киева и обратиться в Красный Крест. А документы? Это все так сложно. Моему мужу все хуже и хуже. Я сама еле держусь. Меня мучают кошмары, поймите. Эта тварь внутри меня. План был рискованным, трудновыполнимым, но выполнимым. Выехать из Украины сейчас невозможно, а въехать вполне. Причем сами румынские пограничники за определенную мзду могут обеспечить коридор и открыть свободный вход без таможни и прочих контролей. Затем Киев, а там международная организация Красного Креста. Там у меня есть свой человек, а из Украины обратно в родную страну. Только там я смогу обеспечить им безопасность, гарантированную позитивными космическими силами. План был однозначным и начал потихоньку внедряться. Через неделю я получил сообщение на сотовый телефон на мессенджер в режиме двойного VPN. Мы пересекли румынскую границу. Документы чистые, получили. Не знаю, как вы все это делаете, но у нас все получилось. Румынские пограничники крутили пальцем у виска, называли нас чокнутыми. Но помогли, было очень страшно. Мне и сейчас страшно. Простите. Мы созвонились с человеком из Красного Креста. Вы правда сможете нас защитить в Москве? Разумеется, я ответил да. Я не мог сказать всей правды. По сути, все это действует чистейшая вода альтруизм. Ведь во время родоразрешения она погибнет, даже если ей выполнить кесарево сечение. Из научных исследований нам известно, что инопланетные эмбрионы внедряются практически во все жизненно важные органы. Девушка обречена. Кроме того, до конца неизвестно, что с ее мужем. В России можно было бы попытаться спасти хотя бы его. Кроме того, за все прошедшее время опасность, угрожавшая ему и ставшая причиной отъезда, нивелировалась. Но я в ответе за то, что происходит при мне. Отправив сообщение контактным лицам, я сразу же запросил отчеты и сведения, полученные нами о гибридизации человека. Я с головой ушел в бумаги, схемы, цифровые отчеты.
Нужно найти способ, нужно выискать хоть малейший шанс и спасти их жизнь. И мужу, и его жене. Ведь единственное, чем я занимаюсь, спасаю жизнь человечества. Через сутки пришло сообщение от сотрудника Красного Креста. Теперь все зависело только от него. Нужно ждать. Последнее сообщение от контактного лица пришло через неделю. Мы находимся на съемной квартире, меняем места, переезжаем почти каждый день. Я чувствую, что уже скоро низ живота постоянно тянет и жжет. Я женщина. Я чувствую, что боль должна быть другой. Мне страшно. Сообщение прервалось криком боли, визгом нечеловеческих страданий. После контакт оборвался. Сорвалось. Снова сорвалось. Через 6 часов страшная догадка была подтверждена сотрудником Красного Креста. Я засветился, объект мужского пола отправлен в точку адресации. Ждите, объект женского пола мертва, санацию объекта и уничтожение его бактерий провел лично. Было понятно, что он назвал бактерией. Также все было понятно о судьбе контактных лиц. Все. На этом все. Но помимо этого, мне на почту пришло сообщение от агента Красного Креста. Сообщение вполне определенного содержания. Стрэндж, будь осторожен. Мужчина будет переправлен по программе обмена и, скорее всего, попадет к спецслужбам. У него все признаки биоробота, они изменили его сознание и вложили программу. Не удалось разгадать какую. Пока он был под моим контролем, я колол ему ингибиторы, но когда их действие окончится, я не ручаюсь за его поведение. Начнет действовать программа. В сущности, он неадекватно воспринимает действительность. Полнейшее отсутствие эмоционального фона. Если ты помнишь, то мы уже встречались с такими проявлениями. Конечно, я помню. Одна из таких тварей с измененным сознанием оставила мне очень большой шрам на груди во время боя в подземных пещерах, когда мы выследили грубо зомбированных биороботов, которых делали из людей.